Сегодня поговорим о энергии, о жизненной силе, о том, как нам ее не хватает, где ее брать, как она расходуется. К нам поступает энергия тремя путями. Первый – это прием пищи. Второй – это источники извне. И третий – это энергия жизни, которая приходит к нам в тот момент, когда мы являемся всего-навсего одной оплодотворенной клеткой и сопутствует нам всю нашу жизнь до последних мгновений. Способность получения энергии извне – это достаточно мало практикуемый способ. Мы очень мало им пользуемся. И не потому, что эти источники маленькие и слабенькие, а потому что мы не умеем. Мы не умеем получать, мы не умеем сохранить, накопить. И максимум, что мы можем, нагреться на солнышке, потом попав в какое-то холодное пространство, потерять эту энергию тепла. И, пожалуй, что все. Прием пищи. Очень приятный и популярный способ. Но там есть свои нюансы. Это трудность выделения энергии из твердых материй. Для того, чтобы получить энергию из твердой пищи, нужна целая обогатительная фабрика, система пищеварения. И это достаточно затратное действие. Нам нужно прожевать эту пищу, протолкнуть, перетереть, выделить специальные ингредиенты, ферменты, желчь, переварить, выделить оттуда энергию и прочие полезные вещества. Все, что не нужно, удалить. И если эта пища еще сложная для переваривания, то нужно потратить больше энергии, чем на более легкую. И если наша система пищеварения не очень здорова, то тогда и меньшее количество энергии мы получаем, и еще и получаем побочные эффекты в виде неправильно переваренной пищи, на которую, в общем-то, тоже, на нейтрализацию этих эффектов тоже нужно потратить энергию. И в результате коэффициент полезного действия не очень велик. И та энергия, которая приходит к нам в момент появления нас в виде клетки. Ее еще называют пренатальной энергией, энергией жизни, как угодно. Как ее можно определить или как она проявляется? Вот одна оплодотворенная клетка. И начинается процесс деления. И этот процесс за 9 месяцев приводит к тому, что из одной клетки получается целый маленький человечек. А до 20-25 лет этот процесс деления приводит к тому, что из одной клетки получается большой человек. Сколько же нужно электричества на то, чтобы обеспечить этот процесс деления? В этот момент энергия бурлит, и как будто бы она приходит к нам из ядерного реактора. Как энергичны молодые люди. Как энергичны дети. Там прямо фонтан энергии хлещет. Но когда процесс роста завершен, мы попадаем на такую площадку, на перевал. И потом этот ядерный реактор у нас превращается в обычную батарейку, которая постепенно расходуется. И идет на убыль. И когда она заканчивается жизнь. В Тибете есть пословица, которая говорит о том, что у каждого человека есть определенное количество вдохов и выдохов. И когда он исчерпает их, тогда умирает. Ну, это примерно вот об этом. Вот 3 пути, откуда у нас появляется энергия. Как мы ее расходуем? Ну, во-первых, мы расходуем на поддержание жизни нашего физического тела. Мы расходуем на нашу умственную деятельность. Мы расходуем на существование в социуме, на передвижение из пункта А в пункт Б, на свою профессиональную деятельность, на взаимодействие с социумом, на то, что называется жизнь, активная жизнь.
Есть затраты, которые мы все время производим для того, чтобы нейтрализовать давление социума на нас. Начиная от беседы с людьми, заканчивая влиянием масс-медиа и так далее, и так далее. Как-то реагируя на все это происходящее, мы тратим энергию. Еще есть один очень большой отток нашей энергии. И, наверное, он самый существенный и перманентный, постоянный. И, наверное, он отнимает основную нашу энергию и сокращает нашу жизнь, наверное, в разы. Это холостая работа мозга, холостая работа ума. Беспокойный, постоянный внутренний диалог, постоянное бормотание ума, которое выглядит как: порождаются мысли, потом ум начинает их обдумывать, потом они порождают новые мысли, скачут с одного на другое, уплотняются, переплетаются и превращают это все в большой бурный компот, который у нас булькает у нас в голове. И эти мысли все, как правило, негативного характера, и они порождают стрессовое состояние. Все время находимся в состоянии беспокойства в связи с этими мыслями. И это отбирает очень много энергии. Есть еще один отток, это поддержание своего тела в порядке. Постоянная регенерация, постоянное восстановление, постоянное реагирование на внешнюю среду. И от этого никуда не денешься. Саморегуляция. И чем сложнее, чем хуже условия жизни, тем больше отток энергии на это требуется. Вот, собственно, вкратце, тот большой-большой диапазон, куда мы тратим свои силы. Что же делать? Их не хватает. Что же делать? Практикующие цигун занимаются развитием и восстановлением того потока энергии, который к нам приходит в связи с возможностью получать извне, от других источников. Во-первых, практикующие учатся получать в большом объеме энергии, взаимодействовать с ней и получать, открыться, накапливать ее. Приводится в порядок все энергетическое хозяйство, потому что точно так же, как и физическое тело, наше энергетическое устройство все, как правило, нездорово. Его нужно привести в порядок. Накопив энергию, приведя в порядок энергетическое состояние, можно улучшить эту энергию накопленную, преобразовать ее в более высокую. И потом запустить ее в систему, и она всю систему поднимет, всю нашу внутреннюю энергию поднимет на более высокий уровень. Постоянно накапливая, используя, улучшая, мы тем самым обеспечиваем, уменьшаем нагрузку на остальные два источника. Наша пренатальная энергия жизни начинает расходоваться меньше. Из-за того, что физическое тело вслед за энергетикой приходит в порядок, и наша система пищеварения улучшается, и эффективность работы системы пищеварения улучшается. И в результате баланс меняется в сторону накопления, в сторону улучшения качественного. И как результат вся система человека, как система начинает улучшаться и подниматься на более высокий уровень. И эту энергию, которую можно получить, преобразовать, можно направить на такие вещи, как фундаментальное здоровье, ментальное здоровье, на развитие ума, на развитие психики и на достижение каких-то других состояний, на достижение других каких-то способностей. Вот этим занимается практика цигун, ну и другие энергетические практики тоже. Вот о чем я хотел сегодня поговорить. Спасибо.